Всем доброго утра, друзья мои. Сейчас уже 5 утра почти. И, как водится, старый еврей работает. Я хочу подарить женщинам такой необычный, очень сильный, эффективный, нужный ритуал. Знаете, друзья мои, очень большое заблуждение думать, что сильные женщины любят командовать. Женщине приходится стать сильной, когда мужчина свою мужскую роль не выполняет. Женщине приходится брать на себя эту функцию. А потом она привыкает и с другим партнером тоже сильна, и вообще по жизни становится сильной. Хочу вам сказать, что в тех семьях, где руководит женщина, руководить семьей, это некоторые люди неправильно понимают. Есть такой стереотип, что если женщина главенствует в семье или если слово «женщины» проходит в семье, это такой некий такой вариант, знаете, дурочки, которая унижает своего мужа везде и всюду сует свои 5 копеек. Вот это я сказала, это я решаю, это мое дело. И то есть униженный, бедный тряпка ходит рядом. Нет, это очень глупо. Так поступают дуры. Умная женщина руководит своей семьей так, что мужчине кажется, будто это он сам решает все вопросы, и вообще он так захотел. Умная женщина правит молча, из-под тишка, как серый кардинал. Мужчина – глава семьи, а женщина – шея. Вот куда шея захочет, туда голова и повернется. Это древняя истина. И в таких семьях на самом деле царит благополучие. В таких семьях есть взаимоуважение, есть любовь. Женщина управляет из-под тишка не для того, чтобы унизить своего мужчину, наоборот, чтобы его возвысить, чтобы семья была благополучна, чтобы дети росли в любви, чтобы в семье был достаток, уют. А женщина умеет этот уют создавать. Знаете такое выражение? Хочешь сделать счастливым своих детей, сделай счастливой их мать. И вот тогда дети тоже будут счастливы. Потому что озлобленная женщина, которая срывается на детях, ничего хорошего в этой семье не будет. Это будет травмированное детство, психика и прочее, прочее. Так что женщине дайте возможность управлять семьей со своей женской позиции. Кроме всего прочего, мужчины, которые уважают своих жен и любят, благословение сил снисходит на них. У них и дела получаются, у них и жизнь прекрасна. За что не берутся, все идет как надо, потому что женщина связана с силами природы больше, чем мужчина. И когда женщина счастлива, она мысленно просит за своего мужа, понимаете? Не обязательно, чтобы она говорила об этом. Она может и не знать, она может и не верить в магию, но мысленно она его благословляет, потому что этот мужчина приносит ей счастье, потому что она счастлива, она хочет, чтобы он долго жил, чтобы его дела пошли хорошо, чтобы он был удачлив, потому как он не обижает ее, он уважает ее, и она с ним чувствует тепло человеческое. А когда муж издевается над женой, и она каждый день проклинает, чтобы ты сдох, да чтобы тебя там машина переехала, да чтобы я тебя там мертвого, дохлого нашла и так далее. Она желает это все, и силы мироздания, видя ее страдания, мужчине ничего хорошего в мире не дают. Слезы женщины, они напрасно не льются, они обязательно возвращаются. Поэтому мужчины, если не любят свою жену, должны уйти просто по-человечески, по-людски.
Понимаете, и основное количество мужчин, у них не хватает храбрости, силы воли или слишком трусливы, чтобы жить самостоятельно. Им удобно мучить ее, глумиться над ней и в то же самое время питаться ее энергией и не уходить. Это бесчестно, это подло по отношению к человеку, который доверила вам, то есть свою судьбу. Бывают такие моменты, когда мужчина ну просто ни в какую не хочет прислушиваться к жене, а бывают такие моменты, где властвует мать, сестра, родственники, друзья. И вот начинается катавасия. И тут вот два варианта. Либо бросить и уйти, начать другую жизнь, либо бороться за свою семью и привести его в порядок. Вообще женщина очень не хочет действовать магией. Ни одна умная женщина не бежит привораживать, подчинять и так далее. Этим заняты дуры. Дуры, которые единственный выход видят в том, чтобы кого-то приворожить, что-то сделать, не задумываясь о последствиях. Умная женщина, она не хочет магии. Для нее унизительно представлять, что он с ней спит, потому что она что-то там нашептала, что он ее любит якобы, потому что она что-то там наделала. Для нее это унизительно. Она хочет, чтобы ее любили по-настоящему. Только тогда она чувствует себя счастливой. Но бывают моменты, когда нужно, знаете, отсечь вот этих всех вампиризирующих упырей, которые вокруг семьи собираются. Потому что чаще всего пытаются подчинить себе и пытаются внушить что-то, постоянно навязывать свою волю и желание слезами и такими фальшивыми выкриками о том, что я-то хорошее для вас хочу, желаю, как кабаниха говорила. Пойду за вас, помолюся. А сама была занята сутками сплетнями и там размусоливанием грязи. То есть под видом того, что вот любая мать хочет вам счастья, благополучия, лезет свекровь, как правило, и руководит вашим мужем. Или лезет сестра и руководит вашим мужем. Из корыстных целей, для того, чтобы тянуть с него деньги, для того, чтобы все время то ли гостить у вас, а уж тем более, если у вашего мужа хорошая должность, чтобы устроить своих знакомых, близких, зятьев, дядьев и так далее. И вот это в какой-то момент уже просто настолько надоедает, что надо взять и, знаете, уж скажу грубовато, нахер послать это все дело в разные стороны и подчинить ум своего мужа себе. И ничего здесь такого я не вижу. Вы это делаете для своего ребенка, вы это делаете для своей семьи. Потому что вы понимаете, что в конце концов это приведет к разрушению жизни. Постоянные гости, постоянные с ночевкой, постоянные внедрение в вашу жизнь, родных, близких. И ваша жизнь превращается в такой проходной двор, и уходит в разные стороны ваша энергия, которая должна концентрироваться в семье и что-то там создать. Соберите волю в кулак и подчините вашего суженого, благоверного, любимого, не знаю кого там. Боритесь за свою семью, если вы решили свою семью сохранить. Я вам подарю очень сильную работу, и эта работа вам поможет, если вы все сделаете правильно. Итак, расплачиваться за этот ритуал не нужно никуда ходить, не нужно оставлять откуп, не нужно ничего делать, потому что вы здесь платите своей энергией и сексуальной энергией, потому что после этого очень сильно увеличивается тяга мужа к вам, поскольку он начинает, скажем так, проникать вашей энергетикой, вот на это нацелен ритуал, чтобы он начал подпитываться вашей энергией, а не энергией окружающих. И, естественно, его тянет уже к вам больше. Я хочу вам сказать, что этот ритуал делала женщина где-то года 2 назад. Муж гулял, он ее не любил абсолютно, она его тоже не особо любила, скажем так. Какой-то момент у них была влюбленность в молодости. Ну и не совсем они старые люди, но где-то уже лет
13 с чем-то жили вместе, 2 детей, ну, уже все охладело как бы. И она поняла в один момент, что либо ей нужно будет уйти, либо сохранить семью. И она занялась собой. После работы с ней вот этот ритуал я ей дала. Провела она этот ритуал как нужно. И вы знаете, прям расцвела вся. И я говорю, вы так поменялись? Она говорит, ну, коллеги на работе мне говорят, там, Марина, что с тобой, ты влюбилась? Она говорит, да, влюбилась в собственного мужа. У них началась безумная любовь. Они прям удивлялись, что столько лет жили вместе. И как можно было не замечать друг друга. Вот так и возможно, когда лезут со всех сторон, когда человек устает морально, физически. Мужчины тоже устают, знаете, бороться с матерью, с сестрой, со всеми вокруг и так далее. Они тоже устают. Им тоже иногда нужна помощь отсечь ненужные ветра, чтобы человек собрал свою волю, свою жизненную силу в своей семье. Иногда им не хватает силы воли сказать, иногда неудобно, иногда чрезмерное чувство долга перед своей семьей, родителями и так далее. Но как бы там ни было, дорогие друзья, когда человек создает свою семью, он для того и создает, чтобы теперь там воспитывать свое поколение, там продолжать свой род, да, и хорошие отношения между родственниками – это замечательно. Но нельзя просто жить жизнью друг друга. Это неправильно. Жить жизнью сына, лезть в дела снохи. Им нужно дать возможность и ошибаться, и неправильно себя вести, и поссориться, и помириться. Это жизнь. Если вы хотите, чтобы они, знаете, привыкли друг к другу, поняли друг друга. Постоянное вмешательство мешает. Почему, например, в семьях, где живут все вместе, мама, там, отец, дети и так далее, их мужья и жены, там нету порядка в семье. 1 из миллионов, чтобы они там, вы знаете, в тесноте да не в обиде, вот друг с другом, да, в стародавние времена вот так был. Но тогда было другое воспитание у людей. Тогда люди 1 раз видели друг друга на свадьбе, всю жизнь верно любили, обожали, рожали детей и так далее. Тогда было иное воспитание. Сейчас люди более свободолюбивые, более избалованные. Сейчас им нужен простор. И вообще лучше свою сноху видеть раз в неделю, поехать в гости с гостинцами, и она вас будет обожать, вы ее. Чем вот, понимаете, дома рядом жить и видеть их ругань и все такое. Лучше снимать квартиру молодым, помочь им, но дать им возможность создать свое гнездышко, дать им возможность научиться вести хозяйство, самостоятельности дать. Я понимаю, что привязать к юбке сына и сноху – это очень хорошо, с той позиции, что ты спокойно спишь, ты знаешь, что они сытые, одетые, обутые и так далее, и под контролем. Но, дорогие друзья, мы же с вами не вечно будем жить, и нашим детям жить в этом обществе волков и учиться, и противостоять, и уметь бороться за свое, сражаться и так далее. Поэтому дайте возможность молодым набить шишки свои. Да, помогайте, советуйте, в нужный момент будьте с ними рядом. Это наш долг, обязанность, мы им даем жизнь и должны по жизни вести. Но, знаете, как бы давая определенный простор для своей жизни. Иначе ваши снохи возьмут и сделают этот ритуал. Вот в чем дело. Так вот, распечатайте фотографию мужа в полный рост, где у него видны глаза. Распечатайте нормально, по-человечески, не на принтерах каких-нибудь, потому что там должен быть и цвет глаз и так далее. Если у вас дома принтер, и вы можете на твердой бумаге сделать цветной фотографии, там, как положено, это другой вопрос, качественно. Если нет, то идите, распечатайте в другом месте. Фотографии должно быть свежие, хотя бы полугодовалые, то есть не больше. Далее, руки не должны быть скрещены, у него рядом не должно быть собаки, кошки, людей, никого. Просто его фотографии полный рост. Попросите его, сфотографируйте якобы в шутку, скажите, вот
ну вот хочу сфоткать и так далее. То есть вот вы сфоткали или нашли фотографию, распечатали качественно. И 3 дня вам нужно не есть мясного. Когда я говорю не есть мясного, это значит не есть ничего из животной пищи. Молоко можно, и сметану, и прочее, прочее. Яйца не рекомендуется, потому что это тоже живое. И рыба тоже. Рыба тоже мясо, только мясо рыбы. Понимаете? Это тоже плоть. Так вот, 3 дня не есть ничего мясного. Ни сосиски, ни там полуфабрикаты и прочее. Заодно и организм почистите. После чего берете фотографии мужа. Вам нужно встать ранним утром. Прям вот 5-6 утра. В такое время, когда только начинает светать. Вот в это время как раз, как я сейчас снимаю. Берете его фотографию в руки. Держите в руках. Читаете 3 раза, держа в руках фотографии. Потом нужно положить и встать голыми ножками на фотографии. И 3 раза читать так. Убрать фотографию подальше. И так 6, значит, ранних, там, 6 дней подряд ранним утром. После чего смотрите на его реакцию, как он себя ведет. Потом снова повторите. Вот это нужно делать периодически. То есть вот 6 дней прочитали, несколько дней отдохнули, может быть, неделю с чем-то. Потом снова. Эффект наступает сразу же, в принципе, в тот же день. Он смягчается, по-другому начинает себя вести к вам и так далее. Но чем чаще вы будете это делать, это не превращение мужа в тряпку. Это повернуть его к себе. Это открыть ему глаза, это убрать эту ширму, это показать ему, что его семья важнее и главнее, что он может вас потерять. Это пробудить его страсть, это дать ему возможность вас послушать, наконец. Это суметь на него повлиять. И ничего здесь такого я не вижу. Неважно, гражданский он у вас муж, вообще гражданское я не понимаю. Мужчина и женщина живут вместе, и они, значит, любовники. Ну, по-другому, как еще называется? Ну, близкие друзья, ладно уж, бойфренды и так далее. Но они не муж и жена пока что. Да, они могут так называть друг друга, но все же муж и жена – это официальный брак. До этого это любимый человек. Вот так правильнее, да. То есть неважно, он ваш любимый человек или законный муж и так далее. Если вы уверены, что хотите с ним жить, уж тем более, если у вас еще и дети есть совместные и так далее, вы можете смело провести этот ритуал. И через некоторое время вы заметите, насколько он станет преданный, насколько он начнет смотреть на вас другими глазами и прочее, прочее. Итак, держим фотографию в руках. Можете переписать, держать фотографии и вот этот заговор читать. Потом положите фотографию, то есть нужно, чтобы наизнанку лежала фотография лицом к полу, а вы встали ногами на эту фотографию. То есть вы своей энергией подавили и подчинили его. И начитали еще 3 раза. Фотографию нужно спрятать. Читать только на эту фотографию постоянно. Что-нибудь случится, ничего страшного не произойдет. Все, что вы сказали, сделали, оно не теряет своего эффекта и силы. Просто для того, чтобы еще раз начать по новой, нужно будет вам по новой, скажем так, опять же взять новую фотографию и точно так же начитать. Итак. Заря Уляна, меня послушай, благослови мой союз с ним. Ну, здесь имя скажете. Слова мои ранние, сказанные на рассвете. Святое утро, да будут нерушимы, цепки, крепки и верны. Да не перебьет их ни первый человек, ни последний. Послушай меня, имя, и делай, как я скажу. Думай, как я желаю,
живи моим умом. Поступай, как я велю тебе. Говори моими словами. В угоду мне твори. Отныне над тобой моя воля будет. Истинно так. Как моя бабушка говорила, утро святое. Утром нельзя говорить о плохом, утром нельзя там накаркать чего-нибудь, утром нельзя ссориться и так далее. Иначе весь день будет очень плохой и принесет нехорошие вести. Утро считается святым, чтобы вы знали. Заря Уляна, меня послушай, благослови мой союз с ним, имя. Слова мои ранние, сказанные на рассвете, в святое утро, да будут нерушимы, цепкие, крепкие и верны. Да не перебьет их ни первый человек, ни последний. Послушай меня, имя, и делай, как я скажу. Думай, как я желаю, живи моим умом, поступай, как я тебе велю. Говори моими словами, в угоду мне твори. Отныне над тобой моя воля будет. Истинно так. Еще раз прочитаю. Заря Уляна, меня послушай, благослови мой союз с ним, имя. Слова мои ранние, сказанные на рассвете, в святое утро, да будут нерушимы, цепкие и крепкие и верны. Да не перебьет их ни первый человек, ни последний. Послушай меня, имя, и делай, как я скажу. Думай, как я желаю, живи моим умом, поступай, как я велю тебе. Говори моими словами, в угоду мне твори. Отныне над тобой моя воля будет. Истинно так. Вот вам еще один секрет, как править, как серый кардинал. Править с тени, в тени мужа, за его спиной, будучи шеей, поворачивая его туда, куда вам надо. Но при людях всегда говорить: муж важнее, мой муж, я сейчас только у мужа спрошу разрешение, я у мужа попрошу, вот муж как скажет, так и будет. Да, конечно, это всегда так. Муж как хочет, вот как он скажет, так и хрен ему. Угу. Но пускай все думают, что это муж так сказал. Ну, что вам от этого? Знаете, как цыгане говорят, ну, скажи ей, что она красавица, ну, что тебе от этого будет? С тебя ничего не убудет, она улыбнется, может, и денежки даст. В этом случае это прокатит. И, милые дамы, будьте умнее. Правьте не в наглую и глупо, а нежно, умно и уступая свое лидерство всегда мужчине. Пускай они думают, что это они так захотели. От нас же ничего не убудет, правильно? Да, конечно. Всегда, как ты хочешь. Какая магия, что ты? Я в это не верю. Да ну, еще чего. И пошла утром читать. Как говорится, все мы бабы-стервы. Ну, а что делать? Эх, жизнь такая. С волками живем, товарищи. Так что приходится иногда подколдовывать. Ну так, для хорошего дела. Всем удачи и всех благ.